С вами Александр Некрашевич. Сегодня вы на канале Школы видеоблогеров, и мы начинаем показывать вам историю мотивации, где именно я ищу мотивацию, как я это делаю, точно на своем примере, как я мотивирую свою команду, как я мотивирую всех вокруг себя и как это заряжает. Я сейчас не буду вам рассказывать про какие там, не знаю, там горящие угли, там, что вы молодцы, там, что вы такие все большие, что вы такие хорошие, просто банально потому, что это не работает. Или если это работает, то это имеет краткосрочный эффект. Я сам ходил на десятки различных там семинаров, тренингов, да, я посещал в Москве еще в 2004 году, только это было все в зарождении, такие мотивационные семинары, где все выходили и кричали: да, мы можем, мы хотим, ну что-то типа такого, прям колыхает, да, но проходит это такой кратковременный эффект, ты просыпаешься с утра и понимаешь, что те цели большие, которые ты поставил, они не работают. Ну, ты просто ленивый. Ну, я просто ленивый, да, я просто ленивый, причем мне не тогда было страшно это признавать, я искал причину, почему это не получилось, и винил всех кругом, кроме меня. Я сам был такой вот весь офигительный, я был такой молодой, дерзкий, а вот то, что не получалось у меня, ну, потому что кто-то был виноват. И это сейчас сплошь и рядом, то есть везде там разные бизнес-тренеры, там коучи учат вас искать мотивацию, вы ходите, отдаете там 15, 20, 30, 50, 100, 200 тысяч рублей, вас заряжают, очень круто заряжают, прямо в таком огромном заряде, в таком большом моменте, и дальше происходит то, что происходит у всех. У вас вы начинаете что-то делать, у вас не получается, а почему должно было получиться? Просто потому, что вы такой большой молодец, и вы этого очень хотите, но это сродни, если вы будете играть в лотерею. Сегодня я расскажу о том, что меня мотивирует и почему я вот настолько замотивирован делать эту бесплатную школу видеоблогеров. Результаты моей мотивации прямо перед вами. Это результат то есть то, что я не только сам, а я сумел замотивировать еще и других людей. Я сумел замотивировать вокруг меня огромное количество людей, которые в меня поверили. Бывают те, которые не поверили, они отваливаются, но кто верит, он со мной идет, и эта мотивация очень и очень сильная штука. Но где же ее искать? Очень многие начинают думать и считать, что мотивация это такая искра, то есть мы такие лежим на диване, потом бабам, к нам прилетает какая-то искра, и мы такие встаем, такие: о, я замотивирован, да, либо там, я тоже в это верил, я думал, что вот я сейчас поймаю какую-то мотивационную волну, и на этой волне я выскочу. Друзья мои, это не работает, потому что по большому счету мы делаем три вещи, две из них мы делаем правильно, а одну делаем неправильно. И это звучит так: мы ставим себе цель большую, да, разрабатываем план действий разрабатываем, да, и забываем про эту большую цель. Вот когда я это понял, у меня все начало работать, и это начнет работать у вас. Вчера я каждый день пообещал своим коллегам каждый день в 18 часов проводить стримы. Вчера по состоянию здоровья я не мог проводить там стрим, да, и решил отдохнуть, но уже моя мотивационная составляющая, она говорила мне: Александр, ты же обещал делать каждый ролик, один ролик в день на свой канал, на канал Школы видеоблогеров. Почему ты сегодня это не сделал? И я не то чтобы, то есть я уже оклемался, я уже отоспался, я уже отъелся, и вчера снял ролик, не стрим, но такой 20-минутный полезный ролик о том, как работать с творческой студией, с новой творческой студией на YouTube, да, и я открыл серию этих роликов. Почему? Потому что у меня была стратегия маленьких шагов. Давайте на примере расскажу, то есть я сейчас буду сыпать одними примерами, чтобы вам было понятно. Пример и потом вывод мой, пример, вывод мой. Давайте постепенно, чтобы вам было понятненько, как это работает. На опыте. Есть черта, называется здесь,
Ну, то есть вот у нас вот, то, что мы тут говорим там, да, у нас вот есть здесь и там. И вот там. Это очень важный момент. Вот когда вы поймете, как правильно ставить себе цели, вы поймете, как их реализовывать и потом как к ним приходить. Что, давайте на примере, вот на примере школы видеоблогеров, где вы сейчас смотрите этот замечательный стрим. Ну, замечательный, пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, ярко доску, плохо видно, слышно хорошо. Ну, давайте по доске немножко переделаем. Сейчас мы ее законтрастируем. Вот так. Вот так, по идее, должно хорошо быть доску видно. Да? Окей. Итак, здесь и там. Что было у меня? Я решил делать, допустим, школу видеоблогеров. Я проанализировал и для себя осознал, что мне, чтобы более-менее сделать все, что я хочу, мне надо сделать 1500 роликов. Просто крутая цель. Почему? Потому что я там себе нарисовал, я сделал себе, поставил план, сказал, что я вот доберусь там до 100 000 подписчиков за 3 года. У меня 1500 роликов должно быть. Это охватит 1500 ключевых слов. Я знаю, я умею, я сделаю свой контент-план, я пройду там, да, много разных ключевых слов я сделаю, я поставлю, секунду. Вот, и начну продвигаться. Но где у меня здесь была глобальная ошибка? Потому что я нарисовал себе здесь у меня 0, а здесь у меня 1500 роликов. И теперь представляете, это, вот я сейчас вам расскажу, как это работает вообще, как это работает на уровне сознания у меня. Вы можете просто на себя это примерять. Потом мы это разберем на кулинарном канале, это мы разберем на, допустим, о том, как похудеть. И это мы разберем о том, как, допустим, сэкономить там, ну, что-нибудь. Давайте на примерах. Примеры – это наше все. То есть я решил здесь, да, и уже там у меня 1500 роликов. Цель большая. То есть какая цель? Я поставил себе огромную масштабную цель. Я поставил стать школой номер 1 в Рунете, бесплатной школой номер 1 в Рунете по созданию, продвижению и оптимизации YouTube каналов. Цель большая. Почему? Потому что существует на этот момент, когда я был здесь, у меня в конкурентах было, допустим, 10 каналов, 10 школ, которые уже, многие из них, друзья, уже работали там 8 лет. У них там есть уже костяк, у них есть планы, у них там все есть, да, а у меня 0, 0, а там 1,5. Почему? Потому что у них у всех там 600, 700, я думаю, я их в 3 раза будет больше, я всех сделаю, то есть я зайду, сделаю правильно. Но где у меня здесь была ошибка, где ошибка у вас? У меня здесь была ошибка то, что я постоянно думал об этой цифре. Постоянно думая об 1500 роликов, у меня мотивация, она не то что не появляется, она пропадает. Почему? Просто потому что у нас здесь, да, стратегия маленьких шагов. И вот это моя любимая стратегия маленьких шагов, она работает, она постоянно работает, и вот почему. А теперь смотрите, что бы я ни делал, что бы вы ни делали здесь, у вас постоянно, вот допустим, я сделал 10 роликов, 10, но по отношению к 1500 роликов это вообще капля в море. Это даже не 10%. Понимаете, в чем прикол? То есть это настолько мало, что это демотивирует жестко, да? И я уже там 2-3 раза на этом этапе решил на это все забить. А я считал, что я очень сильный человек, но здесь у меня, потому что была что? Правильно, была череда неудач. То есть из-за того, что ты делаешь мало, а ты не можешь сделать больше. У тебя
цель большая стоит, вот это огромная цель, и ты понимаешь, что к ней ты не добежишь. Чтобы вам было понятно, допустим, мы решили пробежать марафон. Знаем, что марафон 42 километра. Мы ни разу, ну там бегали с большего тогда, ну то есть мы можем пробежаться трусой там 2 километрика с большего, да, там наушнички, там туда-сюда, пробежаться с собачкой где-нибудь там, да, либо в этом формате. Но мы выходим на дорожку и принимаем решение, что мы пробежим 42 километра. Пойдем на марафон. Хорошо, большая цель, глобальная цель. Мы начинаем бежать. Первый день мы бежим там, допустим, там 12 километров. Я бегал так, это я про себя рассказываю. Второй день я бегу уже 8 километров, а третий день я бегу 3 километра и говорю, что-то у меня нога болит, что-то у меня там живот болит, да, что-то я там не готов к этому всему, но предвосхищая все это, то есть я готовился к этому марафонскому там, то есть потому что начитался разных книжек, мотивационных там этих, что типа ты бегай там, будешь и худеть, и мудреть там, и здоровее, бег это круто, я не спорю, бег это очень круто, но здесь я купил себе там тренировочный комплекс, да, но здесь я каждый раз убеждался, то есть если я не могу пробежать 8 километров, то 42 я не пробегу никогда, это не мое, я не бегун, и мозг тут же, правильно, правильно говорил мне мозг, Александр, ты прав, тебе не надо бежать эти там 8, зачем тебе ноги сбивать, колени там выбивать там, да зачем тебе это надо, живи, пусть бегают другие, да, я вот здесь, да, я попадал в ловушку, потому что у меня была цель 42 километра, а я пробегаю уже 3 и уже выдыхался. И я понимал, что каждое утро, выходя на пробежку, я иду как на каторгу. У меня не было вообще ничего. Ни разу ничего не было. Да? И то же самое здесь. Я понимал, что каждый раз, когда я выбегаю, я проиграю, потому что я снимаю ролики, кажется, что там, что там снимать, 3 ролика в день снимать, да, там 30 дней это 90 роликов, и у меня получается там спустя там год у меня будет уже 1500 роликов. Скажу сразу, что сейчас у нас на канале уже есть 1500 роликов. И еще мой контент-план уже стал 3000 роликов, чтобы вам было понятно. И я вам гарантирую, что мы будем так идти, мы через год, вот ровно там через год, у нас уже будет 3000 роликов. Представляете, какой-то объем. Мы за 2 года ломанем 3000 роликов. Качественных роликов, больших, хороших, без рекламы, без какого-то трэша, продуктивных. 3000 роликов. Эта цель, она стала в 2 раза больше. Причем, возвращаемся сюда и читаем. Ставим цель большую, разрабатываем план и план действий и забываем про цель. Вот это самое главное. Мы поставили себе большую амбициозную цель, да, 1500 роликов и забыли про нее. Мы поставили себе цель 42 километра и забыли про него. А что же делать? Мы должны разрабатывать план. То есть по большому счету нам нужен план, и уже в процессе выполнения этого плана у нас будет приходить к нам мотивация, потому что мотивация, она приходит именно в процессе. И я сейчас вам покажу как. На примере канала я говорю себе, Александр, нам надо сделать 3 ролика в день, соответственно, за неделю мы должны сделать 20 роликов. Окей. Да? И я себе разбиваю план в неделю 20 роликов, в день 3 ролика. Я и начинаю планировать. Ага, я один не тяну. Хорошо. Давайте пусть у меня один ролик делает Екатерина, которая Левченкова, а второй ролик делает там еще один менеджер. Да, то есть уже я себя разгрузил и при этом делегировал, да, но план у меня выполняется. Маленький план. А теперь смотрите, очень важный момент, да. То есть у меня уже есть ежедневное достижение целей. То есть я когда начинаю
ежедневное достижение целей, я каждый день рад и счастлив, потому что я выполнил план. Моя команда выполнила план. Каждый день я счастлив. Я не унываю, потому что мы победители. Мы взяли и выполнили сегодня ежедневный план. Стратегия маленьких шагов. То есть вот каждый день я, подводя итоги дня, начинаю понимать, что мы победители. Всех сначала это смущало. Все там, многие, которые, ну, нас некоторые покинули, они очень бесились тому, что я каждое утро там, допустим, давайте поставим план, да, а вечером проверим, как мы его выполняем. Но это работает. Самое интересное, это работает. Смотрите, допустим, у нас есть первое число, 3 ролика есть. Окей. Второе число, 3 ролика есть. Окей. Третье число, 2 ролика есть, но у нас есть уже понимание того, что 4-го мы сделаем 4 ролика. Итого у нас 3 ролика в день. Да? Ваша, то есть моя задача следить, чтобы эта цепочка вот этих вот крестиков, она не прерывалась. То есть у меня каждый день план, готово, готово, готово. Маленькие шаги, понимаете? А дальше все просто. А дальше 3 ролика в день, 30 дней. И получаем здесь 90, но я каждый день счастлив. Почему? А теперь представьте здесь, да? То есть любой день у меня здесь, он несчастлив, потому что я, сколько бы я ни сделал, я еще вижу, что у меня здесь далеко. Как в случае с бегом, чтобы вам было понятно, как это работает, когда мы начинаем бегать, да, ну чтобы было. Мы говорим себе, окей, я сегодня пробегу 2 километра, ну 2000 метров, да? Завтра я пробегу 2000 метров. Послезавтра там я пробегу 2100 метров. Ну, да? И вот так у меня стратегия маленьких шагов, то есть и я реально понимаю, что я сегодня свой план выполнил, но каждый день я набрасываю себе 100 метров. Как это получается? То есть со временем мне уже, я плавненько подойду к тому моменту, что я буду бежать там, допустим, 14 100, потому что нет нагрузки большой. И у меня есть, и вот сейчас мы приходим к самому важному, это к мотивации, потому что у меня есть мотивация делать не 12 километров сразу, а 2100, 2200, 2300 метров, да? То есть по чуть-чуть, мотивируя себя по чуть-чуть, это же принцип работает в изучении любого языка. Если вы прямо сейчас поставите себе цель говорить на английском хорошо с носителем языка, то ваш каждый урок будет вас демотивировать. Вот реально. А если вы себе поставите цель 3 слова в день, 5 слов новых в день выучить, да, то со временем вы будете знать там 5000, ну там какие 5, 3000 слов, и все, вы уже с большего будете понимать, о чем люди говорят. Но это стратегия маленьких шагов. Это очень важная, друзья мои, стратегия, которая работает. Дальше. Еще один момент. Что у меня, я очень сильно боялся. Почему? Потому что и вы, делая свой YouTube канал, вы боитесь. Почему? Потому что у вас нет подготовки. Скорее всего, потому что у меня не было подготовки, и я боялся, что у меня, что я буду снимать, что я буду делать там, да, и поэтому мы сейчас пропагандируем в школе видеоблогеров один простой факт, что контент-план – это самое важное, потому что если у вас есть план, у вас получится, вы можете бежать, вы можете худеть, вы можете учить язык, вы можете там, не знаю, делать канал, но если у вас есть план. Что сейчас происходит, да? Сейчас уже мы со своей школой видеоблогеров обогнали вообще всех. Вот эти вот 10 конкурентов, они курят бамбук в стороне, по-другому не скажешь. Почему? А я знаю почему. У них плана нет. Они поставили себе амбициозные цели, но потом приходит кто-то с планом и начинает обгонять. Вас так очень часто на работе, вот у вас есть примеры там, да, в жизни, то есть есть люди, у которых есть план. Они поставили себе цель, да, и потом сделали план, и по этому плану идти. Вы реально думаете, что там такие удачные бизнесмены там каждый день думают, у меня цель там заработать $1 000 000? Нет. Я читал, я очень много читал, да, то есть есть там
Вот есть группа Металлика, да, крутая группа. Ее солист, когда его спросили, вы хотели бы стать рок-звездой с детства? Все ждали там типа, да, я там здорово хотел играть на гитаре и стать там звездой, там рок-звездой там с самого детства мечтал. Нет, он говорит, я просто хотел классно играть на гитаре. И я для себя понял, что я просто хочу сделать классный, полезный канал. Понимаете? Я хочу сделать не 1500 роликов, а я хочу сделать классный, полезный канал, бесплатный, чтобы он был для людей, неважно какого возраста, неважно откуда. Это могут быть там с села, с города, там, с Челябинской области, которые меня отчитывали. Да, это может быть с маленькой деревеньки из Беларуси, это может быть там с Европы, неважно для кого. Я со своей командой делаем интересный, полезный канал и даем возможность любому, да, сделать свой канал. Вот, а дальше цель, она понятна, она большая, она глобальная, да, но я делаю много маленьких шагов. Сейчас у нас уже в плане не 3 ролика в день, а мы делаем 3 минимум, то есть от 3 и до 5. Почему? Потому что мы разрабатываем свой план и начинаем улучшать где-то какие-то моменты. Мы не держим вот эту вот цель в голове, да? Почему? Потому что, ну, думать и о цели постоянно, это все равно, что там думать, я там выиграю $1 000 000, да? А ну от этого мы не выиграем ничего, вообще ноль там, да? Или ходить там на какие-то семинары, курсы. Надо практически ставить себе план, да, разрабатывать его и начинать делать. Вот на примере там, да, я планирую бег, вот как мы говорим себе. Мы говорим себе, я планирую бегать и, то есть, или вы, давайте каналом, чтобы было проще. Вы говорите, я планирую сделать популярный канал о кулинарии. Круто, говорю я. А какой план? То есть, ну какой план? Сделать кулинарный канал, то есть сделать крутой популярный канал. А что в понятии крутой? Ну, чтобы много подписчиков. А сколько подписчиков? Чтобы было много интересных роликов. А сколько? А как ты его будешь делать? И здесь мы начинаем, да, что, грубо говоря, цель определяет действие, но главное не цель, а процесс. То есть тот самый процесс, как вы будете идти к этой цели, это самое главное. И в процессе у вас будет мотивация. Почему? Рассказываю, опять все на примерах. У меня есть 10 конкурентов, и я, сделав план, иду по нему, ага, и вижу, что уже у меня осталось 9 конкурентов. Это мотивирует? Конечно, мотивирует, потому что это и есть мотивация. У меня, ага, там было 100 подписчиков, стало 1000 подписчиков. Это мотивирует? Конечно, мотивирует, потому что ко мне приходят люди, смотрят, спрашивают. Я начинаю делать стримы, это мотивирует? Конечно, это тяжело очень, но мотивация выше. Потому что я понимаю, что с каждым стримом у меня приростом, допустим, в одном видеоролике на канал это раз и 5 подписчиков минимум. Я просто считаю, друзья мои, очень просто если считаю, да, что у меня есть 5 лояльных подписчиков с каждого стрима и одно видео. И у меня в голове просто один стрим, вот то, что я сейчас веду, да, это 90 минут видео на канал. Правильно? Дальше. Один стрим это 5 подписчиков. Причем таких очень-очень хороших, вот как вы там, да, что смотрите, лайкаете, пишете отзывы, да, 5 подписчиков. Один стрим это как минимум 40 часов просмотра. Как минимум, да, вот чтобы вы понимали. И один стрим это как минимум 500 просмотров этого ролика. А теперь стратегия маленьких шагов. Я себе посчитал, что если я за там 4 месяца проведу 100 стримов, а у меня план есть, я не изобретаю, у меня есть план 100 стримов, да, план, то у меня будет что? 9000 минут там, да, грубо говоря, на канале. 100 роликов будет, да, 100 роликов на канале. 500 очень крутых подписчиков из класса там, ну такой прям активный, да, 500 подписчиков и 20 000 часов времени на канале. То есть вот это просто.
Понимаете? И дальше вот это все, это плюс сюда к этому каналу, плюс сюда к этому усилению. Вот это мотивирует. А вот то, что вам говорят на разных там курсах, там вот это вот всякие, там типа давай, давай, ну и толку. Вы пришли такие дома, ну все, давай, а утром ничего. Дальше поехали. То есть вот я к чему это говорю? Надо правильно ставить себе процесс. Вы приходите и говорите, я планирую бегать 20 километров в неделю. Я планирую плавать там 3 раза в неделю, да? И там я планирую там ходить пешком каждый вечер. Правильно это? Нет. Знаете почему? Я так тоже себя обманул. Это такой путь в никуда. Потому что вы не говорите себе точно. Вы не говорите себе вот четко, и вы не транслируете это другим. Другим можно не говорить, надо обещать себе, потому что вы в принципе только наедине с самим собой будете честны. Как правильно? Я планирую бегать, это неправильно. Правильно это я буду бегать в 19:00 понедельник, среда, пятница. Это правильно. Вот это четко. У меня будут ролики 12, там в субботу там в 12 часов выходить. Посмотрите, огромное количество каналов в шапке люди пишут новый ролик каждый день, вторник, четверг. И мы заходим на этот канал, и что мы там видим? Правильно. Мы там видим, что там уже 2 месяца никого не было. Что это делают? Люди же это не нас обманули, они сами себя обманули. Понимаете? Оно, вот четко и понятно надо ставить для себя мотивация, она не сразу мотивация, а потом вы начали. Мотивация в процессе. Давайте вот, чтобы вам было просто на примере, да, как я пошел плавать и почему я пошел плавать. Я поначалу, ну в бассейн, да, я поначалу не хотел идти, потому что приходишь туда и там пенсионерки, ты чувствуешь себя таким а-ля, не знаю, мачо, а там пенсионерки, там такие бабули плавают, там деды колдуны плавают, да, и ты такой раз там на дорожке 4 человека, ну потому что это самый близкий бассейн у меня около дома, да. Я пошел туда, но у меня не было такой сильной мотивации. Мотивация была, потому что типа, ну это хорошо для здоровья, это ты же все время сидишь, надо хотя бы там как-нибудь там 5-10, плавать это хорошо, бесспорно. Но когда появилась мотивация? Мотивация появилась тогда, когда я после бассейна уже шел и чувствовал себя таким вот, ну оно прям пружиной чувствуешь себя, прям чувствуешь хорошо, что ты прокачал, что ты не прокачал, прогрел все мышцы свои. И вот эта мотивация, она растет изо дня в день каждый раз. А потом, друзья, начинается ломка. Ты не пошел неделю, там, приболел, там, да, занят туда-сюда, и уже организм требует. Вот эта мотивация, физическая мотивация твоего организма, он толкается туда. И то же самое касается здесь вот то, что мы говорим там, да, я планирую бегать. Если мы говорим, что я планирую похудеть, то это все, то есть, опять же, давайте про демотивацию. Вот я опять на своих примерах буду говорить, да. Это пример, грубо, ну, опять же, как похудеть на 5 килограмм за месяц. Мы открываем, сейчас попью воды. Я просто примеры люблю, сам, наверное, вам буду. На вопросы потом поотвечаю, я вижу вопросы, да. Я для себя решил похудеть на 5 килограмм за месяц. Я похудел, вот сейчас буду опять худеть, но надо, чтобы быть без ущерба, да. Как это было? Изначально тебе начинают говорить, ты начинаешь там, ой, жрать там белого нельзя, мучного нельзя, сахара нельзя, конфеты нельзя, шоколад, в общем, ничего нельзя, можно траву только жевать и вот сдохнуть, все, остальное все вот нельзя. То есть как бы чуть ли не веганом стань, потому что по-другому я понимаю головой, что надо меньше жрать, но что я делаю и что делаете вы? Я знаю, потому что, ну, у меня, я опять же, не с книжек, ни с чего, со своего опыта, да, как похудеть. Я начинаю, ну потому что реально набираю. Я когда в Москве был, там жил, бегал туда-сюда, я не бегал никакие спортзалы, потому что я там в Москве была движуха, ты там в 6 утра встал, пендели тебе дали, побежал, в 12 ночи прибежал, то язык на плечо спать.
А в Беларуси расслабуха, в Европе расслабуха, не надо никуда бегать. Все кругом размеренно, жора, ну, еды как грязи, реально везде, она хорошая и недорогая. Дальше поехали, то есть как я вот в этом формате. То есть я поставил для себя цель, то есть у меня было 120 килограмм, и я решил для себя скинуть 20 килограмм. И вот она, мотивация. Конечно, я нарисовал себе, взял себе там, не знаю, 5 этих, как его, бутылок, там 4 5-литровые бутылки, посмотрел физически, что 20 килограмм это много, вот это столько я скину. Я себя очень сильно замотивировал, очень сильно себя замотивировал и начал сбрасывать. Но проблема была в том, что я сбрасывал в неделю по 300 грамм. А у меня вот это было капля в море от 20 килограмм, понимаете? И всегда мозг начинал вылавливать с окружения такие фразы, что ты типа, ну, это ты сейчас бросишь, потом понабираешь, там, 5-е, 10-е, 6-е, 7-е. И это все ни к чему не привело. Потому что я был очень сильно демотивирован. Я хочу сбросить 20 килограмм, а сбрасываю там по 300 грамм, там плюс-минус там 250, и при этом я себя ограничиваю во всем. Не жру вообще ничего, ни торты, ни пирожное, ни мучное, и там, ни мясное, вообще ничего там, да, и так вот оно пам-пам-пам-пам. Как начало работать? Меняем, то есть мы берем и меняем свою, то есть вот точку и получаем мотивацию. Как я получил мотивацию? Я сделал план. Я себе написал просто по плану, что перед едой там, допустим, пить стакан воды, да, хочу есть там, кушать там орешки, да, за там 2 часа до сна не есть вообще, ходить, гулять. И это по плану. Когда у вас будет план, то все будет хорошо. Но вы же скажете, Александр, всегда же есть, ну то есть соблазны, пятое, как я с этим поборолся. То есть надо сделать минимализацию выбора. Что это значит, друзья мои? Минимализация выбора – это не решать, что мы хотим, а надо делать. Есть некий распорядок. Потому что вот когда у вас на вашем канале нет контент-плана, вы каждый день решаете что-то и на это тратите свою энергию. Вы тратите свое творчество, чтобы решать, что же мы будем сегодня снимать. Да? А вот у меня, я точно знаю, что я буду снимать, допустим, 22 мая 2019 года. И я точно знаю, какую тему я буду снимать там 19 ноября 2019 года. Точно знаю, вплоть, и у меня уже к этой теме готовы обложки. Я не думаю, потому что у меня есть там, да, распорядок. Вот давайте, есть те вещи, которые вы делаете независимо от того, есть они у вас или нету распорядки. Ну, если у вас семья, то надо кормить детей. И вы не думаете, кормить не сегодня детей или не кормить. Там кормить не сегодня мужа или не кормить, да? Стирать мне белье в субботу там или в пятницу или не стирать. Убирать мне квартиру или не убирать. Вы же так не думаете. Вы точно знаете, я думаю, что вы точно знаете, что у вас там понедельник, вы там какая-то уборка там, да, вам надо ходить, нет продуктов в магазине, надо пойти в магазин, ой, нет продуктов в холодильнике, надо пойти в магазин. Надо покормить детей, соответственно, надо к приходу детей со школы сделать какой-то обед или ужин, надо сделать завтрак. И вы поднимаетесь с утра, чтобы ребенка накормить. У вас же нет такого, что типа, может не подняться, а чем я буду кормить его? Вы вечером подумали, чем вы будете кормить его утром. Я надеюсь, да, в этом формате. И поэтому вот чем меньше у вас выбор, то есть мы очень много тратим своей энергии на выбор, всегда. Мы начинаем выбирать и в итоге очень часто ни к чему не приходим. Есть пример очень хороший, да, когда мы приходили раньше в магазин, и было там 3 вида колбасы. Это была какая там, копченая, вареная и ливерная. И мы выбирали там, да, по бюджету. А сейчас колбасы там 50 сортов или 500 сортов, кому как, и мы можем уйти с магазина без этой колбасы. Поэтому, ну, и долго выбирать ее стоять. Сыр выбирать, колбасу там, 5-е, 10-е. То же самое с вашими роликами. Так вот, друзья мои, минимизация выбора не решать, что мы хотим делать, да, а просто взять и сделать себе распорядок, сделать себе контент-план. Вот это тоже работает. Дальше, я уже сейчас буду, наверное,
ускоримся, буду заканчивать, да. То есть для вас, по большому счету, достижение, да, это должно быть привычным делом. Почему? Потому что когда вы достигаете маленькую цель, у вас в мозгу дофамин, пум, гормон радости, да, и вот вы постоянно, ваш мозг желает достижения, чтобы было какое-то достижение ваших целей, то есть вброс дофамина, пам-пам, пам-пам, у меня каждый день вброс дофамина, вот каждый день, потому что я каждый день делаю цель, да, достигаю ее. Я ее достигаю, и я радуюсь, потому что я радуюсь сегодняшнему дню, я живу сегодня. А прикиньте, если бы я до сих пор жил бы там целью там про этот популярный канал там или про что-нибудь такое. Вы поставили себе цель, нарисовали и идите. Мотивация, она приходит вот во время этого всего. Еще одно заблуждение, которое было у меня, я приходил и говорил, видел канал и говорил, о, у этого чувака очень большая сила воли. Я видел своего коллегу, который похудел за 20 дней там на 5 килограмм, и о, у него очень большая сила воли. Я в это верил. А потом я прочел книгу, где просто на пальцах объяснили, что сила воли, по большому счету, это, ну, вообще миф, да, потому что есть такое понятие, как твердость характера. Да, то есть я решил, и у меня вот есть слово самому себе, не сила воли, потому что нет, вот я сторонник того, потому что я аналитик, я сторонник того, что того, чего нельзя померить, не существует. И вот силы воли там у одного она больше, у второго меньше нет, потому что вот есть очень люди, которые, я, может быть, сейчас буду хвастаться, но я не пью уже там 12-13 лет. Вообще даже пиво 10 грамм не выпью, да, потому что я для себя решил, что у меня в моей жизни нет места спиртному, никакому. Я даже конфеты не ем с ликером, да, потому что у меня вот так. Я не курю. Я курил раньше много, 2 пачки Кент 8 я курил много. Сейчас не курю. Мы просто встали и в один день решили, мы не курим. Это не сила воли, это слово данное себе, вот просто, да, твердость характера. Сила воли это миф. Вот я считаю, там у него есть сила, да нет силы. То есть есть некое окружение, которое тебя окружает, да, и твой характер. То есть слово данное себе. И все это нормально заходит. Дальше, что я хочу еще сказать, что вы когда вот поставьте себе календарь, вот с чего начать там, да, просто поставьте себе календарь и в этом календаре напишите себе по одному там, допустим, видеоролику в день и каждый день следите, чтобы эта ваша цепочка не прекращалась, понимаете, то есть вот раз там деньги себе там сделали и погнали там, да, и у вас вот это должно быть просто как вот, грубо говоря, как аксиома, что вы сегодня должны следовать плану. Если вы зачеркнули там этот квадратик, то у вас в мозг обязательно прилетит наш замечательный гормон дофамина, там, да, это гормон счастья, гормон радости, да, это такой гормон удовольствия, то есть мы его, он часто прилетает, мы там кушаем торт, и этот гормон прилетает. Да, и мы так, и нам кажется, о, какой вкусный торт, а это просто прилетел гормон, там, удовольствие, там, что мы от поедания, там, какой-то еды, там, да, мы знакомимся с кем-то там, и вот дофамин у нас всегда, и вы, задача, ваша, друзья, задача, это ежедневно получать этот вот дофамин себе, да, вот. Дальше, что бы я хотел сказать, надо делать больше, делая меньше. Если мы же сегодня говорим о том, как правильно создать YouTube канал. Так вот, если вы, вот давайте на примере, чтобы было пример. Я вчера решил сделать 20 видеороликов о новой творческой студии. И вчера же начал, то есть я решил и начал, записал. А сегодня я написал план на эти 20 роликов, как они будут называться, какие будут обложки у этих роликов, какие будут теги у этих роликов, да, то есть я потратил время на подготовку, это из класса делаем больше, делаем меньше, да. А дальше все очень просто. Мне сейчас дизайнер нарисует обложки, мне сейчас корректор поправит описание, мне сейчас помогут с названиями, да, и это все мне сделают так, чтобы я дальше просто записывая видеоролик, размещал его на канал. А представьте, чтобы я к этому не готовился.
Я бы сначала записал бы ролик. Сначала бы хотел, так, сегодня про что у нас? Про творческую студию, там, про то, как оптимизировать видео или про то, как в творческой студии работает VidIQ. Ну, наверное, и лучше сегодня я расскажу про аналитику на обложках, да, потому что эта тема интересная, да, а может нет. И вот эта проблема выбора, она начинает меня таскать, а потом появляется 7 часов вечера, ага, уже обложки нет, дизайнер с офиса ушел, соответственно, обложки нет, описания нет, и это все долго. А прикиньте, если у вас уже есть 100 роликов, если у вас есть контент-план на 100 роликов, то вы уже нарисовали обложки, теги, и вы просто сделая, то есть вы начинаете делать больше контента себе, действительно делая меньше, то есть потому что у вас уже есть какие-то заготовки, понимаете? И что я еще хочу вам занести сегодня, чтобы вам было понятно, коллеги, то, к чему я пришел, то есть от пути здесь к пути там, вот не бывает легких путей, вот их не было и не будет. То есть это, по сути, это очень трудный путь. Почему? Потому что здесь многие продают вам мечту. Вы мечтаете, что кто-то сейчас скажет вам, что типа, знаешь что, Маша, чтобы сделать хороший кулинарный канал, ты должна делать вот эту тему, вот эту и вот эту, называть ролики так, 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 и потом вот у тебя бабах и выстрелит. Маша, конечно, купит этот курс, но потом она разочаруется, потому что она до конца и не сделает, а если сделает, у нее будет, ну, плохой результат. А люди уже, как это, Мавр сделал свое дело, Мавр ушел там, да, соответственно, люди уже продали вам курс, они продали вам не курс, а они продали вам дополнение к вашей мечте, потому что вы мечтаете, что вот от здесь до там очень простой путь. Нет, таких вот путей я точно знаю, что не бывает. То есть это очень трудный путь к своей, то есть мечта, цель, она может быть громадная, большая, там, да, может быть, то есть это круто, я все время ставлю себе первые цели, да, там, я буду номер один, но не надо держать эту цель в голове, потому что вы ее взяли, да, себе записали там волшебную цель, забыли про нее, то есть и уже начали идти, расписали план действий, как вы к этой цели будете идти. Вот это, наверное, скажем так, осуществление мечты должно быть планирование этого к этому началу, да. И еще один момент, что я на себе осознал там, да, что прячась от слабости, я навсегда буду обречен слабым. Вот это касается, коллеги, да, тех, кто боится сниматься, тех, кто боится показать лицо, кто боится стримить, кто боится делать свои каналы там, да, потому что вы слабы, и вы когда будете как улиточка прятаться в норку, в эту свою там в раковину, да, либо там, и вы не решите ничего. Вы просто кушаете свои слабости по частям, по маленькой слабости, поставьте себе, допустим, одну слабость в неделю. Как это работает? Я слабо печатаю на компьютере, ну, скорость печати маленькая. Слабость, а потому что вам пригодится быстрая скорость печати. Раз поставили. Я не знаю, что такое оптимизация канала. Выучили. Я там вот свои слабости надо вот постепенно тоже их прописывать, потому что их надо решать. Решая какие-то слабости, можно делать очень большие дела и все делать по плану. Что хочу еще сказать? Самый, наверное, важный момент, коллеги мои, то есть это стратегия маленьких шагов, именно вот, чтобы вам было понятно, как вот очень хочу, чтобы вы поняли, что по большому счету, что маленькими шагами можно дойти к большой цели. Это тяжело, это долго, это трудный путь, но он надежный. Потому что вы, если вы где-то ошиблись в маленьком шаге, то вы всего лишь ошиблись на один маленький шаг, и вы можете откатиться и пойти по другой стороне. А если вы ошиблись в глобальном, ну, плане там, да, вот допустим, то это можно ошибиться, ну, допустим, вы делаете канал, а спустя 1,5 года вы понимаете, что, ну, эта тема не актуальна. Да, потому что вы там взяли, зарядились, вот, ну, или вы начинаете какую-то себе ставить цель, которую никогда не достигнете. Знаете, что будет у вас? У вас руки опустятся на пути к этой цели. А если у вас, как у руководителя, опустятся руки, поверьте, ваша команда разбежится сразу, побегут сразу все. Вот причем побегут
жестко и четко, потому что когда они поймут, что вы идете куда-то не туда, и у вас нет цели, и у вас нет плана, то они убегут от вас, и удача убежит, инвесторы убегут, то есть жена убежит там, да, потому что если у вас нет того, чего вы хотите, то давайте прямо скажу, если у вас нет сформулированной цели, то вы не будете знать, достигли вы ее или нет. Ну это же логично. А если мы здесь напишем план и каждый день будем достигать какую-то определенную одну цель, то мы будем каждый день понимать. То есть мы прописали себе сюда большую цель, а это просто пошаговое такое там, да, то есть мы делаем некое, как правильно сказать, что мы делаем процесс как мы придем к этой цели. Да, и у нас стратегия маленьких шагов – это шаг, и вот мотивация, она появляется именно в процессе этого хождения, да, когда мы видим, что мы обогнали конкурента, когда мы видим, что у нас пришли подписчики, когда мы видим, что нас полюбил YouTube, когда мы видим, что у нас просмотры пошли, то есть это мотивирует дальше идти, понимаете? А в самом начале мотивация, она очень сильно выгорает, потому что у нас есть, это получается здесь еще называется ожидание, а здесь действительность, да, то есть мы ожидаем одного, а в действительности получаем другое. И вот это, оно везде у нас там, да, вот везде у нас это все, мы ожидаем, то есть, что у нас будет там, не знаю, супруга там такая звезда, там и уборщица, там и повар там, и не знаю, там все, и квартира будет чиста, и дети будут сыты, да, получаем, не знаю, то есть в действительности почему? Потому что у нас нет плана, как мы, что мы хотим, и мы только так вот аморфные такие медузы. Мы делаем каналы, которые мы не понимаем для чего. Мы начинаем делать канал, потому что это модно. Мы на нем заработаем. Как ты заработаешь? Как ты к этому придешь? И что ты вообще хочешь? Я хочу. Почему я это знаю? Почему я вам это все рассказываю? Потому что я на протяжении 12 лет работал с интернет-сайтами. И 90% моих заказчиков говорили на вопрос, я говорю, какой вы хотите сайт? Он, ну, хороший. А какой хороший? Что в вашем случае хороший? Ну, продающие. Хорошо. А что он будет продавать? Товары. А сколько будет продавать? Ну, я не знаю, много. А кому будет продавать? Людям. Каким людям? У которых есть деньги. Как вы думаете, у этого человека когда-нибудь будет интернет-сайт? Наверное, нет. Ну, будет, но он будет такой, потому что у него цели нет. У него нет, а как правильно, да? Я хочу сделать себе интернет-магазин, который будет продавать, допустим, там автомобильные чехлы по 100 чехлов разных моделей там в день. Потом я буду инвестировать в этот магазин, допустим, там 30% своей прибыли и выйдем на 120 чехлов в день. А спустя там 5 лет мы должны выйти на 200 чехлов в день, и для этого давайте разработаем план, что необходимо сделать, и сделаем дорожную карту. Это правильно, то есть есть некая пошаговая дорожная карта, которая все работает. А люди очень часто идут без плана, и когда я им говорю, сделайте себе контент-план, они начинают лениться. Я с ними заканчиваю все свои отношения. Поэтому, коллеги, начинайте делать с плана, начинайте делать свой мотивационный путь, делать с плана, начинайте этот план выполнять при помощи стратегии маленьких шагов, да, и обязательно мотивация появится. Она появится у вас, будет толкать мотивация побеждать, делать еще более лучший канал, делать правильный канал, канал-победитель в нише. Вот это важно понимать для себя, да. И это, когда вы сделаете, вы будете горды собой, и это лучшая мотивация, она поднимет вас вообще в такие, вы будете гордиться сами собой. Не кто-то будет говорить, а вы будете горды за себя. И вот это каждый день надо быть гордым за себя, за свою команду, что вы что-то достигли, что сделали, и сегодня вы прожили день там не зря. Я, завершая этот урок, хочу сказать как. Я каждое утро встаю и думаю, классно, сегодня я буду делать, я знаю, что буду делать, да? А вечером, ложась спать, я думаю, как мало времени сегодня, потому что я бы еще мог бы сделать чуть-чуть больше, потому что это чуть-чуть больше увеличит мою скорость к моей цели большой, да, но я не думаю об этой цели вообще там, да, вот то, что хотел занести сегодня вам на этом вебинаре.
Все, друзья, сегодня 45 минут мы отговорили, я рассказал то, что хотел. Теперь на вопросы поотвечаем и будем завершать. Бады. Кстати, о птичках. Уже вот к вопросу мотивации. Вот я сейчас вижу замотивированных людей, которые за выходные, пока вы все кушаете пирожки, да, ходите в кино, надеюсь. У нас уже три ученика школы видеоблогеров записали видеоотзывы, прислали нам, и мы уже выполняем аудит, готовим шапку для канала, там, да, вот это как люди замотивированы, да, они хотят, и мы предложили, это я о чем, кто не был, мы предложили на субботнем стриме сделать вы нам видеоотзыв о нашей школе видеоблогеров, а мы вам на выбор либо аудит вашего YouTube канала, либо шапку для вашего канала, либо 5 обложек для ваших видео, либо подбор тегов для канала и для 5 видео. И я с командой очень рад, что такой получил большой отклик. И сегодня для нас было откровением, что мы увидели уже 3 готовых отзыва. Это вот большое спасибо, опять же, нашим зрителям, да, вы эти отзывы увидите на канале, да, мы свое слово сдержим, конечно же, мы будем помогать всячески тем, кто так быстро откликнулся, нам написал. Я очень-очень рад за это, команда благодарит вас, вот, и большое-большое спасибо. Также я благодарю вас, то, что вы очень быстро откликаетесь на вопросы. Прошу вас, у нас есть вкладочка сообщества. Отвечайте там на вопросы. Нам очень нужна обратная связь от вас, чтобы мы понимали, какие ролики сейчас актуальны, потому что вот сейчас творческая студия стала очень крутая, и мы приняли решение сделать новый плейлист по этой творческой студии, чтобы вместе с вами там разбираться. Я не знаю как, но у меня есть больше, наверное, опыта, чем у многих из вас по работе с этими творческими студиями и с продвижением, поэтому я буду изучать эту студию в прямом эфире, ну не в прямом, в записи, и ложить видео, класть видео на канал. Соответственно, вы смотрите и не стесняйтесь писать вопросы. Коллеги, задавать вопросы не стыдно. Стыдно – это когда ты не знаешь и делаешь вид, что знаешь. Вот это для меня, да. Потому что я всегда своим сотрудникам, своим коллегам, своим заказчикам говорю, ну вот если вы чего-то не знаете, это нормально. Вы не должны все знать, потому что сейчас такой массив информации, что просто жесть. И в данном случае вы, пожалуйста, если что-то вам непонятно в моих словах, в моих там тезисах, то сразу пишите под видео вопросы, мы будем максимально либо отвечать там, либо перезаписывать ролик, чтобы он был еще более понятный для нашей аудитории. Спасибо, друзья. Так, по мотивационным штукам у нас уже все. Поехали по вопросам. Так. Так. Вопросы. Дан-дан-дан-дан-дан. Костя, привет. Дерзай, бро. Круто, Димота. Так, добрый вечер, привет. Так. Сильно Дарья, Александр Поляков. Саня, привет. И Василию тоже привет. Дарья, сильно демотивирует, когда родные друзья не поддерживают твою идею. Ну, ваши друзья, родные, коллеги, они не обязаны поддерживать вас. По большому счету, я еще скажу, что хорошо, если они просто кивают головой и делают вид, что понимают то, что вы делаете, потому что очень большое количество людей сейчас даже, то есть они относятся к YouTube как к площадке, где есть какие-то видосики, есть мультики, там, не знаю, Comedy Club, кино и какие-нибудь шоу, да, вот это такой развлекательный контент, и больше, когда вы будете говорить о том, что я делаю канал для заработка, это, наверное, очень сильно у них раздраивает, да, и не смотрите на знакомых, не смотрите на коллег, потому что не надо вообще ориентироваться на кого-то, то есть вы кузнец собственного счастья.
И поэтому надо делать свой канал именно для себя. А если вы чувствуете, что у вас будет демотивация, то просто вот как я сделал, да, я с теми людьми, кто меня демотивировал, я просто предложил им на выбор. Либо они не поднимают со мной тему вообще эту, да, и говорят на другие отвлеченные темы, но не про это. Либо идут из моей записной книжки. Да, и тем, кто не понял с первого раза, я сделал сам для себя выводы, потому что вы по большому счету один на один остаетесь с своим каналом, это как ваше детище, да, вы должны к каналу относиться как к какому-то, вы лепите канал с комьюнити, и вот каждый день у вас есть, понимаете, вот для себя цель, маленькая цель, каждый день там, не знаю, 20 ответов, каждый день один видеоролик, каждый день там 2 репоста, там каждый день там вот это вот все, и это, когда вы будете вовлечены в процесс развития своего проекта, вам на мнение окружающих будет чихать вообще абсолютно, вот просто, понимаете, то есть настолько, что ну родные, а что им надо, потому что многие, они не понимают, для них вот у меня многие знакомые, для них была работа, ты что сидишь в интернете, ты иди на работу. Какую работу? Я же работаю. Нет, на работу надо в 8 утра должен выйти, встать на остановку, сесть в заводской автобус, туда приехать к 9, там отработать смену, приехать домой, упаханный с черными тут ногтями, лечь и это вот. Некрашевич, ты ходишь на маникюр, ты делаешь коррекцию бровей, ты чего, голубой? Я объясняю, что я, вот когда я показываю что-то на видео, мне надо, чтобы пальцы были аккуратные, это зачем тебе показывать на видео? И, понимаете, не надо им ничего объяснять, я раньше объяснял, а потом прекратите общение и все. Вот если это родные, с которыми нельзя избежать общения, то просто сказать, что я не хочу про эту тему говорить, да, просто эта тема закрыта, табу на нее. Да, там о домашних делах, о коврах, там, о пылесосе, там, о походе в магазин, да, а об этом вообще не надо говорить. Это мое хобби. Потому что потом все, то есть вот есть одна замечательная поговорка, она звучит так, что неудача, она всегда сирота, а у победы очень много родственников. Так вот и у вас надо понимать, что вот это тоже мотивирует доказать тем, что я могу. Лишняя мотивация не помешает. Это я просто вывернул сейчас к вопросу мотивации, ваш вопрос. Дальше поехали. Как приготовить? Добрый вечер. Вот как приготовить записала, я сегодня прям сидел и балдел от вашего видеоотзыва, прям спасибо большое, прям хорошо зашло. Вот, и смотрите, а что для меня опять вот открытием, как приготовить, да? Вы написали видеоотзыв, у вас очень хорошая внешность, у вас очень хорошая дикция, вы очень хорошо смотритесь в кадре. Вопрос, почему вы не на своих роликах? Вот это основной вопрос, то есть это должно мотивировать вас. Вот я сейчас говорю вам о том, что снимайтесь, вы сразу фору всем, вот когда мы, помните, говорили про конкурентов, кстати, вот у меня-то там, допустим, было 10 каналов конкурентов, да, а у вас их 1000, да, так вот, если вы снимаетесь лицом, ну, в камеру еще дополнительно, то при этом вы уже изначально обгоняете там, не знаю, сотен 5 конкурентов, вот это должно мотивировать вас очень сильно, да, потому что тех, которые снимаются без лица и без камеры и никогда не будут сниматься вот лицом, то есть вы их просто взяли и обогнали, это очень круто. Дальше. Александр Поляков, все уже устали слушать. Александр, ну, тогда вам пора, я же никого не держу. Так. Александр, когда мало просмотров, говорят, зачем ты это выкладываешь, кому это надо? Так всегда. Вот поймите, то есть люди ориентируются на известные им ориентиры. Они не видят, вот смотрите, что у вас, вот отвечая на вопрос, очень часто вам говорят о том, что зачем ты это делаешь, у тебя мало просмотров, мало роликов, и это очень сильно демотивирует. Я согласен. Что делать? Поймите одно, начните с контент-плана, то есть у вас должен быть план подхода к победе. То
То есть, да, и это самое дорогое, что у вас есть, потому что конкуренты в большинстве своем, они не делают контент-плана, а у вас должна быть стратегия маленьких шагов. То есть вы планомерно, тын-тын-тын, идете по этому плану, соответственно, да, и вы придете. У вас есть план, допустим, создать, и вы к нему, представляете, как круто, когда у меня уже сейчас есть план на 1,5 года вперед. Вот я знаю, какие будут ролики, но это гибкий план. Почему? Потому что я могу в него вносить изменения. Правильно? А теперь смотрите, вот простая арифметика, очень простая арифметика, чтобы вам было понятно. Помните, я говорил, что здесь вот идут просмотры, только на стримах, да? Год назад на нашем ролике за счастье было 10 просмотров, а сейчас на тех роликах уже там 5000 просмотров. А через 5 лет, может быть, там будет 250 тысяч просмотров. Я это знаю, а другие нет. Но готов ли я им это объяснять? Наверное, нет. Понимаете? Почему? Потому что нет времени. Я не готов кому-то что-то объяснять. Мы и школу сделали именно для того, чтобы показать, то есть хотите нас послушать, приходите, слушайте. Не хотите, не приходите, не слушайте. Да? Мы здесь никому ничего не должны, потому что здесь бесплатная школа видеоблогеров, и вы сами можете верить, либо не верить, смотреть, либо не смотреть. Это ваш выбор. Но если вас демотивирует это, ну поймите, что любой канал, он даже самый популярный, он изначально был никому неизвестный. И изначально на этом канале было тоже мало просмотров, мало подписчиков. И от того, как вы сами будете работать на своем канале, только вы, вот только вы и больше никто, ни бабушка, ни мама, ни папа, ни жена, ни друзья, только вы, будет зависеть ваш успех. И те, кто сейчас вам говорят, что типа почему так мало просмотров, ну это обычно они за счет вас пытаются самоутвердиться, потому что у них-то там много просмотров, ну чё, там, да, ну как бы там, там у них там миллион, а вы сделаете миллион просмотров на каком-нибудь ролике, как взять ипотеку. Вот там сделайте миллион просмотров и расскажите мне, как это вы сделали. Ну, такой, там часовой ролик сделайте, там, да, сделать просмотры на каком-то, не знаю, хайпе очень просто. Вот я сейчас в школе могу сделать там, допустим, что нас ждет от 13-го закона там, да, и распиарить эту всю штуку и делать ролики о том, да, и переживать вместе с вами там, что типа, YouTube заблокирует, жми сюда и подпиши там петицию. Ну, это что-то даст. Поэтому вот делайте для себя. Вот когда, посмотрите, мы делали аудит канала YouTube детского, там очень хорошая специфика, там очень хороший траст идет к тому, что там идет простой элементарный момент того, что люди делают канал не для заработка, а для себя. Там была шикарная фраза, он сказал, канал объединяет нас с женой. Понимаете, то есть когда делаете канал, он с супругой объединяется, то есть у них есть общий интерес и общая цель. Раньше он приходил домой, занимался своими делами, она своими. Сейчас он приходит домой с работы и с супругой занимаются развитием канала. Круто, конечно, круто. Есть ли им дело до просмотров? Конечно, есть. Ну, жаба-то гложет, что у других там миллионы, у нас там 10 там или 100. Но это все приходит, потому что это марафон. Тут нельзя сказать, что типа там бах и просмотры пошли. А потом, я говорю, напишите себе, что если бы это было так просто, то этим бы занимались бы все. И все пройдет. Дальше, друзья. Че похавать, Дарья, у меня такая же фигня, если мне не нравится. Но опять же, вот я сейчас пытаюсь вам донести, да, вот просто. Старайтесь, ну, то есть сделайте план себе, вот, допустим, то есть сделали себе, самое, вот я очень часто говорю, делайте план и ту же самую, напишите себе что-то, не знаю, чем, давайте так, по-другому, скажу честно. Это ваш канал, это ваш ребенок, вы его будете растить и только, вот давайте маленькое деревце, представляете, что, давайте так, ваш канал, чтобы было визуализировать, ваш канал это сад, большой сад, и вы должны уже
ну, как бы делал я. Вот я сейчас прям на ровном месте, как бы я себя замотивировал. То есть я реально понимаю, что у меня это точка ноль, да, называется здесь. А там у меня я продаю абрикосы, вишню, черешню, яблоки, груши с моего шикарного сада. И я понимаю, что если я буду садить одно деревце, допустим, в неделю, то спустя год у меня будет там 55 деревьев в саду. А потом я беру и делю, то есть я хочу посадить 5 яблонь, 5 груш, 5 черешин, 5 абрикосов, 5 там, не знаю, там каких-нибудь еще там яблок другого сорта там, да, потом кусты там крыжовника, кусты малины, кусты там туда-сюда. И я знаю, что семья потом, которая сейчас меня недопонимает, да, она потом, пожиная плоды этого сада, будет говорить: Александр, но мы ж так тебя вот не понимали, прости, а яблоки действительно вкусные. И поэтому вот вы для себя такое нарисуете, да, и вы, то есть вы это тоже мотивирует. И дальше, когда, понимаете, то есть я знаю, потому что у меня есть сад, и я знаю, как классно ощущать первое яблоко, да, когда у тебя на деревце есть первое яблоко, это очень круто, да, то же самое и вы взяли себе, а дальше вы же не стоит у вас там 55 деревьев сразу, а дальше у вас одна яблонька, одна груша, одна вишня, одна черешня, одна там да, какая-нибудь там еще там, да, и уже здесь у вас есть результат. Это вот, то есть, и чем больше деревьев, тем больше мотивирует. А дальше аппетит приходит во время еды. И вот сделайте себе план. Когда у вас есть план, у вас, знаете, когда вас штормит, люди это видят и понимают, что типа, ну что ж ты там вот. И у них будет два выбора. Либо к вам присоединиться в воплощении вашего плана, либо от вас отойти. Потому что они будут знать, что вы вот твердый характером. Вот здесь я вот специально написал, что здесь именно, да, то есть у вас труд, упорство, желание и реальность. Почему реальность? Потому что надо ставить себе реальные цели. Ну, очень реально. Стать там миллиардером, наверное, крутая цель, но давайте будем реалистами, да, или там, допустим, в этом формате. Вот, поэтому так. Пчеловоды врут, привет. Так. Кстати, да, вот сейчас скинули, запиши отзыв, получи бонус, посмотрите, потому что это предложение февраля, мы решили протестировать февраль, и вот у нас, чтобы вы понимали, сделать оформление канала стоит 15 тысяч рублей. Моя консультация стоит от 6 тысяч рублей. Больше там 800 отзывов можете почитать там положительных о моих консультациях, да. Вот, соответственно, вы можете получить от нашей команды аудит канала вашего, да, но не бесплатно, а условно бесплатно. Вы нам отзыв о нашей школе видеоблогеров. Ну, правдивый отзыв, да, почему вы здесь, что нравится, что не нравится, там, пятое, это, а мы вам один из этих вот замечательных подарков. При этом задавайте вопросы, у нас есть вкладочка сообщества, заходите в канал, на канале, и там есть опросы, там можно вопросы задавать, и вам там ответят. И вот мы видео пишем, как это все делается. Дальше. Да. Сейчас, секунду. Так. Привычки это одно, готовить это необходимость, а что снимать это выбор и как это головная боль. Да нет никакой головной боли. Вот это вы себе напридумали. Вот понимаете, как снимать, что снимать. Главное, чтобы у вас был план. Вот поверьте, я изначально не понимал. Мне когда говорили люди, что типа, а у тебя план есть для съемок? Я говорю, нет. А сценарий? Я говорю, почему не сценарий? Вот видите, я сейчас, у меня просто есть опыт ведения консультаций. И мне, по большому счету, что вести консультацию там для одного человека, что для компании, что для стрима, ну, все равно. То есть я также выступаю перед какими-то компаниями, которые приглашают, да, соответственно. И здесь вся эта история, вот это вся момент, то, что вы себе придумали, то, что там это тяжело, это вот, значит, ребята, дамы и господа, я очень прямой человек. И я очень часто говорю о мотивации, как у меня раньше работала мотивация. Я поднимался в 7 часов утра, шел к окну, смотрел на остановку под окном у меня и видел людей, которые идут там в
дождь, снегопад, буран, там, не знаю, что угодно, они идут и постоянно в 7 утра они идут и стоят на этой остановке, ждут этого троллейбуса, который приезжает, они туда как килька впихивают, туда вбиваются себя там, да, там, их там плющит, жмет, и они прутся на работу. На этой работе они там работают, это была мотивация. Я и сейчас, я заезжаю, я захожу в троллейбус, я люблю ездить в троллейбусах, в автобусах. Почему? Потому что это лишняя мотивация. Это лишняя мотивация говорить в себе, что нехорошо, если ты будешь плохо работать, то ты всю жизнь до старости будешь ездить на этих троллейбусах. И старым пенсионером ты будешь здесь вот сидеть в этом общественном транспорте. Это работает. То есть найдите для себя мотивацию, это будет очень круто. Да? Оно в процессе. И когда вы себя начинаете говорить, что типа это тяжело, это не вы говорите, это ваша какая-то полушарие, вам говорит, что типа, что ты, я так тоже проходил, коллеги. И я правду говорю всегда в этом случае. Я говорю, что если вам не нравится, вас никто не будет уговаривать. Просто идите на завод, там просто все, там за вас уже все придумали и подумали, потому что есть класс людей, которым не надо ничего объяснять, не надо ничего, они не креативные люди. Как проверить? Вот давайте напрямую, да, как я проверяю своих сотрудников на то, что они готовы креативить или не готовы. Они все приходят ко мне сотрудники с одной целью. Ну, устроиться на работу в видеомаркетинг, это же круто, там, 5-10. А что это? Это лучшая версия себя, правильно? То есть они на собеседовании лучшая версия себя. Что они говорят? Креативно, успешно, люблю решать нестандартные задачи, там, все время в тонусе, там, да, там, вот, да. И моя задача это дать им какую-то задачку маленькую и мешать всячески ее выполнению. Так вот, из 10 человек только один начнет креативить, а 9 будут говорить, ну, ты им даешь листик и говоришь, ребята, у вас 5 минут написать мне 5 самых важных качеств. Ты листик дал, а ручку не дал и ушел. И вот люди, да, значит, я сейчас вам дам ручку и листик, и вы напишите. Ты даешь им листик, а ручку не даешь. И вот только один возьмет, начнет метаться там, попросит, выйди там у уборщицы, да, и что он решил задачу. А другие будут сидеть такие, как мышки, да, говорить, а нам не дали ручки, так вас же 5 минут. Или наоборот, ручку дал, а листик нет. Да, и тут уже кто на что. И вот это простые тесты для себя. То есть и в данном случае, если вы не готовы и ищете просто себе, я не сделал канал, потому что мне было тяжело снимать там, или я не сделал канал, потому что это все очень дорого. На завод. Просто на завод и все, потому что это действительно тяжело. То есть вот очень трудный путь. Это, наверное, может быть, я зря его не выделил, но это, наверное, вот здесь вот мотивация, да, и очень трудный путь. Это очень рядом стоящая вся эта штука. Понимаете? Так что за мотивация? Купить телефон на Алиэкспресс. С самого начала, на стадии создания канала, насколько по времени лучше написать контент-план месяц-год, чтобы не потерять мотивацию. Купить телефон на Алиэкспресс. Экономлю вам огромное количество времени. Скорее всего, ваш канал, он будет не актуален на YouTube. Потому что YouTube очень сильно борется с каналами, которые создают контент такого плана, потому что есть глобальные игроки на рынке, это там Samsung, Huawei, это опять же мои домыслы, это ни разу не YouTube, да, то есть там Apple, там все что угодно, да, это глобальные игроки, а AliExpress все-таки там, если вы думаете, что время каналов, которые помогали партнерками там, либо обзорами продавать AliExpress телефон, оно уже прошло. Это мое считаю, мое мнение, поэтому пересмотрите свой, я надеюсь, я вам сэкономил массу времени. Дальше. Рыбалка круглый год. Время трансляции идет в общий счет часов просмотра канала или же не идет? Конечно, идет. Время смотрите, вы должны понимать одну. Давайте я вам перефразирую, сейчас воды попью и будем уже завершать, потому что я уже устал. Итак, идет ли время трансляции в зачет? Отвечаю, конечно, идет. И более того, все, что тестирует YouTube, работает очень хорошо.
работает лучше, чем вы предполагаете. И если YouTube сейчас тестирует трансляции через свой интерфейс, то не надо, я считаю, не надо ничего делать через какие-то там ОБС и там пятое, десятое, а тестируйте инструменты YouTube. Первое, вы будете очень и очень, скажем так, продвинуты в этом качестве, чем другие, там, да. А второе, YouTube, пока мало трансляций, это почему я призываю вас делать трансляции, пока мало трансляций, он все-таки будет индексировать ваши трансляции, наши трансляции лучше, чем было. А если вы еще сделаете постоянные стримы, то будет вообще хорошо, просто потому что это для YouTube новое, все, что новое, он тестирует, а раз тестирует, у него к нему пристальное внимание. Поэтому это, то есть это же получается после трансляции я оставляю видео на канале. То есть я не боюсь, я не продаю его, я оставляю на канале, и это у меня остается еще один ролик. Я же там вам рисовал, коллеги, что здесь у меня получается, если 100 стримов, и каждый стрим, допустим, там у нас идет там по 90 минут, то это получается 9000 минут. Это вот это самый крутой лайфхак, как включить монетизацию на канале, это сделать стримов много, чтобы люди могли смотреть, и у вас будет там просмотры и все. Не знаю, что думать. Так, друзья мои, я думаю, что сегодня мы про мотивацию рассказали. Сегодня понедельник, вам уже пора отдыхать. Спасибо за внимание, спасибо, что с нами задавали просто по мотивации. Спасибо за ваши лайки. Ждем от вас, опять же, отзывов, ждем от вас сообщений под нашими видеороликами, вопросы. Серьезно говорю, нам нужна ваша обратная связь. Вот чтобы чтобы мы понимали, что вам интересно, что вам, на какую тему готовить вам стрим. Потому что есть моменты, где я думаю, что это очевидно, а потом оказывается просто. Вот сегодня для нас было очевидным, что давать открытый доступ в Google Doc это просто, и ссылку на Яндекс.Диск просто, но оказалось, что нет, и мы записали быстренько 2 ролика. Поэтому, коллеги, давайте вопросы задавайте, будем на них отвечать, правильно? Все, большое спасибо за внимание, до свидания.